Всем привет, дорогие друзья! Спасибо всем, кто заглянул ко мне на канал. В этом видео будет много мотивации на уборку, наведение чистоты и порядка в доме. Я вернулась после отпуска, и у меня накопилось много дел. И вообще покажу вам, как я провожу свой день с 3 детьми. Так что будет много всего интересного. Всем приятного просмотра! В начале видео, как обычно, я показываю вам квартиру до уборки, и тут я, наверное, не буду давать никаких комментариев, просто помолчу, а вы оцените масштабы, так сказать, бедствия. Как вы поняли, у меня накопилось очень много стирки. Дело в том, что мы были в отпуске практически месяц, мы отдыхали у моих родителей с детьми. И вы знаете, несмотря на то, что, естественно, я там постоянно стирала, но все равно, когда я возвращаюсь домой, у меня всегда много стирки. Кроме того, даже слабо загрязненные вещи мне хочется освежить, поэтому я в любом случае много стираю. Хорошо, что сейчас лето, все достаточно быстро сохнет, и развешиваю я белье на балконе. У нас там висит очень удобная лиана под потолком. Меня, кстати, спрашивали, что это вообще за приспособление. Это называется потолочная лиана, и нам ее устанавливали, когда ремонтировали балкон. То есть это как бы входило в проект нашего балкона. Конечно, очень удобно ей пользоваться, особенно если сравнивать с напольной сушилкой, которая ставится в квартире. Потолочная лиана, она не занимает места, то есть она не мешает вам ходить, не занимает какое-то пространство. Но в зимнее время, к сожалению, на балконе мы не сушим, потому что он у нас не утеплен. Хотела вам показать, какая у нас на этой неделе была гроза, как раз после жары. И такая гроза была во многих городах России. Я думаю, многие ее ждали, потому что именно после нее жара немного спала. И сейчас, конечно, легче и дома находиться, и гулять. Знаете, насколько я раньше любила жару, настолько сильно я ее сейчас не люблю. Для меня вот лучше пасмурная погода, лучше 20 градусов, даже лучше 15 градусов, чем 35-37. Напишите, кстати, в комментариях, какую погоду больше любите вы, будет очень интересно почитать. Еще хотела с вами поделиться, я очень соскучилась по дому. Все-таки нас не было месяц в квартире, и это такой большой, мне кажется, промежуток времени. Я уже даже отвыкла от нашей квартиры, и когда я зашла сюда, как-то так свежим взглядом на нее взглянула и еще раз убедилась, насколько она у нас уютная. Конечно, она небольшая, и в ней нет идеального ремонта. Многие, может быть, скажут вообще, что в этой квартире хорошего, но дом есть дом, и я в этой квартире себя чувствую очень комфортно, мне здесь очень уютно находиться. Кстати, за время нашего отсутствия у меня накопилось несколько посылок, мне пришло 3 посылки, и я вам потихоньку буду все показывать. В этом видео я вам покажу распаковку с детской одеждой. Ребят, хочу показать вам посылочку от Lucky Child. Я просто обожаю этот бренд детской одежды и уже неоднократно рассказывала, показывала вам. Давайте покажу вам, что я в этот раз выбрала. В этот раз решила заказать в такой военной тематике, камуфлированной такие костюмчики. Малышу взяла комбинезончик. Мне кажется, очень красивое сочетание цветов. Такой нежный, приятный молочный и камуфляж такой не сильно яркий, в общем, классно. И Роди взяла вот такой костюмчик. Это футболка и шорты. Шорты где-то до колена. Он померит, я вам тоже обязательно покажу. Качество просто супер. Вот смотрите, как все аккуратно прошито. И очень приятная к телу ткань, это хлопок, это все строчки ровные, ниточки нигде не торчат. И очень часто бывает, что на детских комбинезончиках возле кнопочек где-то появляются дырочки, вот у Lucky Child такого нет. И, кстати, у Lucky Child вещи для новорожденных выполнены швами наружу. У меня размер 74-80, поэтому швы здесь уже внутри. Вот и футболка. Да, посмотрите, как здорово, какой комбинезончик. Он, конечно, большеват еще, но ничего, у нас пока сейчас есть что носить. А как раз сейчас и тебя тоже покажем. И второе, что я заказала, это вот такие брюки и футболка. Это серия Лемур в Париже. У нас из этой серии есть уже вот такая футболочка. И вот эти серые брюки я подбирала именно к этой футболочке. Очень мне нравится, как в комплекте смотрится. Сейчас тоже Роди померит, я вам покажу. А вот эту футболку красную мы взяли на вырост, потому что тут размер
104, 110. Это, наверное, Роде будет хорошо либо зимой, либо, может быть, даже на следующий год. Кстати, давайте покажу вам сзади, как здесь брюки сделаны. Такой классный кармашек. В общем, мне очень нравится вот это сочетание брюки и футболочка. Кстати, что мне нравится, что у Lucky Child все по сериям. Например, вот эта серия Лемур в Париже, и можно сразу подобрать и брюки, и футболочку к ним, и толстовку. И тебе не нужно ломать голову, что-то там самим подбирать, придумывать. Но еще одна серия мне очень нравится у Lucky Child, это больше пространства. И, ребят, для моих зрителей у меня есть промокод на скидку 750 рублей при заказе от 1500 рублей. Ссылку на официальный сайт и промокод я оставлю, как обычно, внизу в описании под видео. Так что проходите по ссылочке и выбирайте классные вещи. Я приступаю к разбору постиранных вещей. У меня здесь вещи с 3 стирок. Даже есть вещи, которые стирал еще муж во время нашего отсутствия, но, видимо, у него не было времени все разложить. Кстати, ребята, это видео я записывала 2 дня, то есть весь этот объем работ я делала не за один день. И в начале видео я вам показывала гору коробок в спальне возле нашего шкафа. Дело в том, что это коробки из коридорного шкафа. У меня муж там кое-что ремонтировал, и заодно я решила все коробки пересмотреть, расхламить и протереть от пыли. Но единственное, я это сделала за кадром, потому что, мне кажется, тогда бы видео получилось бы очень длинным. Все чистые вещи, штаны, футболки, полотенца я стараюсь складывать аккуратными брикетиками, а носки я сворачиваю в такие рулончики и затем их уже кладу в органайзеры Scoop из IKEA. Сегодня я буду застилать вот такой чистый комплект из IKEA. Мне он очень нравится, нейтральная расцветка, такая ненавязчивая. И мы спим на ортопедических подушках. Меня периодически в комментариях спрашивают о них. Они тоже из IKEA. Единственное, они различаются чехлами, потому что одна подушка куплена раньше, другая позже. В общем, они из разных серий, но по внешнему виду и по функционалу они одинаковые. Я на обычных подушках после ортопедических уже спать не могу. Мне обычные подушки кажутся какими-то низкими. И для тех, кто впервые на моем канале, расскажу, что одеяло внутри пододеяльника я креплю с помощью специальных невидимых булавок. Оно там лучше фиксируется и никуда не соскальзывает. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. Лёв, будет вкуснее, чем в KFC? Да. Как у тебя так получается тонко резать? Шеф-повар. Не тяжело тебе? Да нет. Короче, будет сегодня на обед вкусняшка, да? Да. Ну, готовить. Мам, а вот мне посмотреть, какая она... Ну, ты другой стульчик возьми.
Ого. Видишь, как клево, круто режет. А я сам не знал, что я такой умею. А я умею? Нет, Роля, тебе вообще, может, нельзя. Я и то вон порезался. Тебе уж точно. Ты весь будешь в рамах, и тебе придется отвести. А знаешь, я как режу? У меня какое движение? Вот оттуда сюда, оттуда сюда. Тебе так неудобно? Да. Ого, Тебе так удобно? зайца. Круто. Вот такой у нас сегодня был обед. Приготовил Лев, старший сын. Конечно, я ему немножко помогала, но буквально по минимуму. И мне очень приятно, когда мне помогают дети. Я очень надеюсь, что по мере их взросления они будут проявлять инициативу все лучше и лучше. Здесь я перекладываю документы, которые мы брали в отпуск, свидетельства, там другие документы в нашу общую папку. Это очень удобно, когда для всех членов семьи документы хранятся в одном месте. То есть это такая большая папка с отсеками разного размера. Допустим, для свидетельств, для полисов и других документов мы заказывали такую папку на Wildberries. Там на самом деле большой выбор, для любого количества человек можно найти подходящую папочку. В нашей спальне мне еще нужно протереть пыль. У меня, честно говоря, здесь все покрылось таким толстым слоем пыли. И вообще нужно разбирать потихоньку все горизонтальные поверхности, потому что они чем-то завалены. Вы знаете, даже вот в эти первые дни после возвращения из отпуска мне даже толком некогда было готовить, потому что я все время вот эти завалы разбирала. Need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Кстати, ребята, вы, наверное, не раз уже замечали, что я все постиранные вещи, да и, в принципе, не только постиранные, я по ним прохожусь липким роликом. Дело в том, что у нас очень сильно линяет кот, и везде шерсть его остается. Мне это не нравится. Я не могу вот так вот просто взять вещи, сложить и убрать в комод вместе с шерстью. Мне сначала нужно их очистить. И также я стирала комплект постельного белья у малыша. Дело в том, что пока мы отсутствовали, вы представляете, в детской кроватке спал кот. То есть там простынка, пододеяльник, все в шерсти. И, конечно же, я решила все постирать и прогладить. Кстати, с двух сторон у кроватки мы бортики сняли, чтобы у малыша был лучший обзор. И думаю, в ближайшее время мы само дно кроватки будем опускать, потому что малыш уже у нас становится на четвереньки. Я думаю, что в ближайший месяц он уже будет ручками цепляться и вставать в кроватке. Кстати, мне очень нравится вот этот комплект постельного белья. Это фирма «Сонный гномик». Может быть, кому-то интересно, может быть, кто-то в ожидании малыша. И знаете, многие в комментариях мне пишут, что вы еще и гладите там постельное белье и прочее. На самом деле я люблю гладить, особенно я люблю гладить именно постельное белье, полотенце, то есть какие-то простые вещи, где не нужно особых усилий. Например, если сравнивать с тем, как гладить рубашки, то рубашки, конечно же, гладить сложнее. А постельное белье, не знаю, мне кажется, это такой релакс. Ты можешь поставить какое-то видео на фон, сериал или аудиокнигу включить и спокойно гладить. Мне кажется, что это своего рода расслабление. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы гладить, гладите ли постельное белье или считаете это пустой тратой времени. Trying to
Сегодня мыть полы я буду с помощью паровой швабры. Мне очень нравится, как она моет полы. Кроме того, не нужно никаких средств. То есть это своего рода экологичная уборка. До швабры я также пропылесосила. Знаете, я в эти дни вообще, можно сказать, не расстаюсь с пылесосом, потому что очень много накопилось пыли, шерсти, какого-то мусора. Просто я вот этот процесс не засняла. Кстати, кто задумывается о приобретении паровой швабры, у меня на канале есть подробный обзор. Кому интересно, я отставлю подсказку. И пока нас не было дома, муж у меня ездил в Икеа по моей просьбе. Мы купили там много классных вещей, в том числе кое-что из мебели. И еще купили такой небольшой коврик для нашего малыша, чтобы он какое-то время мог ползать также и на полу, вот на этом коврике. И вот сейчас я как раз его распаковываю. Он такого нейтрального, приятного серого цвета и очень приятный на ощупь, но в то же время у него не совсем длинный ворс, но и не сильно короткий. В общем, то, что нужно. Мне он очень понравился. Но сейчас, пока малыш еще совсем маленький, у нас этот коврик не будет постоянно лежать. Все-таки у меня вот малыш поползает на нем, и потом я коврик сворачиваю до следующего раза. Как-то не хочется пока по нему ходить ногами. Ну, естественно, кот сразу его облюбовал, так что пока будем его убирать, а потом со временем, я думаю, он будет просто лежать в нашей спальне. Кстати, ребят, пока мы были в отпуске, у нас малыш научился ползать, и очень так классно за этим наблюдать. И вот он уже буквально несколько дней также стал становиться на четвереньки и раскачиваться. Конечно, время идет, и очень интересно наблюдать за какими-то вот этими умелками. Рома. Друзья, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте пальчик вверх, не забывайте подписываться. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.